Все кадры из исторической справки в начале фильма отсылают к крупным политическим происшествиям и персонам, таким, например, как уже вышеупомянутый Кеннеди, Клинтон, Борис Ельцин, Владимир Путин и много других, с которыми напрямую контактирует главный антагонист фильма генерал Дрейков. Далеко не секрет, что отсылка к реальному миру заставляет зрителя глубже прочувствовать историю фильма. Когда я вижу подобные приемы, почему-то мне всегда вспоминается один из моих любимых фильмов, который также используется подобным приемом – «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера. Поэтому чисто за приятные воспоминания 9 Путинов из 10. Практически в самом начале фильма, в сцене попытки захвата Наташи генералом Россом, можно заметить, что тот шутит, что имеет в запасе невероятно уменьшающегося человека. К сожалению, в английской версии, а не в русской. У меня есть Бартон, Уилсон и паренек, способный уменьшаться до размера булавки. Очевидно, имея в виду Человека-муравья. Итак, «Невероятно уменьшающийся человек» – классический фантастический фильм 1957 года выпуска. Совсем неожиданно, человеке, который из-за воздействия радиации начинает постоянно и неумолимо терять в размерах. Фильм является одним из первых фантастических произведений на эту тему и в свою очередь основан на еще более раннем романе Ричарда Мэттисона «Путь вниз». И действительно, если уж генерал Росс перечисляет все супероружие, которое он имеет в запасе, то почему бы просто так и не сказать: «А у нас есть Халк», то есть Человек-муравей. Поэтому это, видимо, и правда является намеренной отсылкой к классике американского кинематографа. Здесь, без сомнения, просто 10 муравьев из 10. Уже повзрослевшая Елена в своей первой схватке, еще в качестве одной из «Черных вдов», полностью повторяет прием Зимнего солдата против Капитана Америка из фильма «Капитан Америка и Зимний солдат». Это приводит к мысли, что Зимний солдат и Черные вдовы являются продуктом схожих тренировочных систем. Кстати, интересная заметка для фанатов сериала «Игра престолов». Тот же прием использует Ария Старк в эпизоде, где она убивает Короля Ночи. Прием однозначно крайне эффектный, что, возможно, и является причиной столь частого его использования в кинематографе. Да и программы «Зимний солдат» и «Черная вдова» подтвержденно имеют единые корни. Причем изначально программа «Зимний солдат» и вовсе базировалась на знаниях, полученных по программе «Капитан Америка». В принципе, связь всех трех экспериментов между собой не является какой-либо тайной, да и применение одного и того же рукопашного приема сложно назвать какой-то грандиозной и действительно намеренной отсылкой. Здесь 6 ножей из 10 максимум. Согласитесь, до конца так и непонятно, а есть ли у Наташи какие-то реальные суперспособности. Ну, если, конечно, принять по умолчанию, что в киновселенной Марвел вот это вот норма, для среднего человека. И к тому, что предыдущие фильмы киновселенной никак не касались и не касаются темы реальных суперспособностей Наташи. Но во вселенной комиксов Наташа, как собственно и все другие вдовы, проходила искусственную агументацию с сывороткой суперсолдата, что гарантировало ей сверхчеловеческие возможности и замедление старения. Сыворотка суперсолдата также была разработана на основе знаний, полученных агентами Гидры в рамках шпионажа за программой Капитан Америка. Окей, это по версии киновселенной. По версии же комиксов, советская сыворотка, скорее всего, является улучшенной версией немецкой сыворотки, которую создал и впервые опробовал на себе некий Иоганн Шмидт, также известный нам как Красный Череп, который впоследствии долгое время работал на организацию Гидра, которая, как нам известно, имела контакты и широкую агентурную сеть и в Советском Союзе. В общем, вы поняли, куда ветер дует. Но получившаяся реплика все равно оказалась немного, хуже американского оригинала. Все американское чуть-чуть, лучше. Известная истина же. Камон. Фильм же «Черная вдова» открыто говорит о агументации вдов посредством химического и психологического воздействия, что наводит мосты между киновселенной и вселенной комиксов. И да, это 100% кивок в сторону супергеройского лора
из комиксов, но сложно это назвать какой-то уж заметной и совсем уж неожиданной пасхалкой. Так или иначе, большинство фанатов как минимум это знали, а если уж не знали, то точно уж подозревали. С другой стороны, опять же, какой нормальный человек переживет, например, такое? В общем, 6 сывороток из 10. Персонаж Таскмастера впервые появился в номере 195 первого тома комиксов «Мстители» от мая 1980 года. Основная суперсила Таскмастера, или лучше Таскмастерши, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, это возможность дублирования боевого стиля противника за считанные секунды. Порой ей даже достаточно увидеть видеозапись боя для того, чтобы успешно перенять боевые навыки бойца. Собственно, за этим делом ее и застает зритель в самой первой сцене. Она просматривает сцену боя Хавкея, тем самым перенимая их стиль боя. Далее же, во время погони за Наташей и Еленой по улицам Будапешта, Таскмастер не раз демонстрирует полученные таким образом. Также становится понятным, что Таскмастер уже успел изучить поведение и навыки Капитана Америка, стиль ведения ножевого боя Зимнего Солдата, а также использует когти и боевой стиль Черной Пантеры. А вот это действительно крайне занятная отсылка. Всегда интересно, когда единственный подмеченный момент и знание о способностях персонажа раскрывает целый пласт ранее скрытой информации. Здесь без сомнений 9 щитов Капитана Америка из 10. Персонаж Рика Мейсона периодически появляется в комиксах Marvel, начиная с 1989 года. В фильме персонаж Мейсона больше походит на торговца и контрабандиста с разветвленной сетью контактов. При наличии запроса и достаточной суммы денег он может достать практически что и, что более интересно, кого угодно. Так как в свою очередь во вселенной комиксов Мейсон выполняет роль не только торговца и связного, но также иногда принимает заказы как охотник за головами. Причем за головами супергероев. Его же отец Финнес Мейсон и вовсе частый гость как комикс, так и киновселенной. Один из постоянных врагов Человека-паука и просто выдающийся суперзлодей. Складывается впечатление, что фильм намеренно обходит все эти моменты стороной. Хотя если персонаж Рика Мейсона останется в киновселенной надолго, то можно ожидать дополнительного, возможно, крайне неожиданного развития этого персонажа. Кстати, по фильму складывается впечатление, что Мейсон тайно влюблен в Наташу, но та его активно френдзонит. Ты в порядке? Почему спрашиваешь? Да слышал всякое. Мне-то можно сказать. Так ведь работает дружба. Я не за расспросы тебе плачу. Хотя, положа руку на сердце, кто бы не влюбился в такую женщину. Таким образом, получается, что персонаж Рика Мейсона является неким связующим звеном между киновселенной и комикс-вселенной. Не скажу, что это действительно крайне полезная информация, но как минимум интересно было знать. 6 квиджетов из 10, еще парочку за френдзону. 8 квиджетов из 10. Вы не охотник, мистер Бонд. Вы не захотели поближе познакомиться с моим питоном. Его объятия слишком крепкие. В одной из сцен в Норвегии Наташа смотрит фильм «Лунный гонщик». 11-й фильм в серии о агенте Джеймсе Бонде. В центре сюжета фильма злой гений Дракс, который строит космическую станцию, не отображающуюся на радарах Земли. Собственно, что и есть прямая аналогия к Красной комнате, огромной военной базе генерала Дрейкова, скрытой вне радаров и видимости Земли. На мой взгляд, достаточно интересная аналогия. 7 агентов 007 из 10. От каких пуль эти дыры? Это не пули, а стрелы. В сцене на конспиративной квартире Елены в Будапеште присутствует другая явная отсылка к персонажу Хавкея. 3 странных пулевых отверстия, которые на самом деле, как говорит Наташа, являются отметинами от стрел. При всем при этом боевых сцен, имеющих место быть в Будапеште, не присутствует ни в одной части «Мстителей», но Будапешт не раз упоминался в диалогах между Хавкеем и Наташей. Как в Будапеште, очень похоже. Мы с тобой помним Будапешт по-разному.
Скорее всего, герои имеют в виду операцию в Будапеште, когда организация «Щит» направила Хавкея для устранения тогда еще советской шпионки Наташи. Их первая стычка как раз и произошла на конспиративной квартире Романовых. Видимо, это и есть та самая квартира. Я сама сделала себе имя. Имела весьма специфические навыки. Агента Бартона послали убить меня. Но он поступил иначе. Совсем небольшой штрих фильма, раскрывающий связь между персонажами Наташи и Хавкея на десятки лет назад. Очень удачно и, скорее всего, действительно намеренная отсылка. 8 стрел Хавкея из 10. Там же, на конспиративной квартире, фанаты заметили плакат постановки Ди Фогль, который является музыкальной адаптацией древнегреческой комедии «Птицы», рассказывающей о людях, отказавшихся от социума в угоду жизни на лоне природы вместе с братьями нашими меньшими, а конкретно вместе с птицами. И фанатское сообщество вновь посчитало, что это прямая аналогия к вдовам в красной комнате, живущим, правда, не по своей воле, над и вне социума, как в прямом, так и в переносном смысле. На мой взгляд, уж очень сложная и слишком глубокая аналогия, хотя и появление подобного плаката, столь неизвестной обычному зрителю постановки, не кажется обычным совпадением. Поэтому 6 птиц из 10.